Добрый день, меня зовут Вадим Шипилов, я ветеринарный офтальмолог клиники «Добрые руки». И сегодня я хотел бы рассказать о причинах слезотечения у собак и кошек. Это довольно обширная тема, и, пожалуй, стоит сказать, что слеза – это, в принципе, очень важная такая штука для организма, очень важная жидкость, которая, в принципе, состоит из многих фракций, и, в принципе, глаз, точнее роговица, она питается за счет слезы. Слеза приносит в глаз иммунитет, охлаждает его, вносит продукты распада, и, в принципе, врачи даже радуются, если есть какое-то слезотечение, потому что если слезы много, то мы сразу исключаем синдром сухого глаза, что гораздо хуже, чем слезящиеся глаза. Но тем не менее, в некоторых случаях слезотечение является признаком какой-то патологии. И основная функция ветеринарного врача, ветеринарного офтальмолога исключить слезотечение на фоне каких-то патологий. В частности, следует исключить, например, такое заболевание, как заворот век, при котором веки завернуты и, соответственно, постоянно трут по роговице. В результате организм пытается смазать роговицу за счет своих ресурсов, за счет, собственно говоря, слезы. Существует три причины слезотечения. Первая – это избыточная выработка слезы на фоне каких-то патологий глаза. То есть любое воспаление внутри глаза, аномально растущие ресницы, какое-то повышенное давление. Вторая причина – это нарушение оттока слезы из глаза, например, когда есть патология системы слезоотведения. И третья причина – это когда есть слезотечение, не связанное с патологией, это косметическая проблема. Например, когда просто волосы медиального карункула, то есть угла глаза, попадают внутрь слезного озерца, и по ним слеза может вытекать наружу. Это не является патологией. Что касается видовой такой предрасположенности, то, например, у кошек очень часто слезотечение бывает на фоне инфекционных проблем. Например, хламидиоз, это герпес-вирус, иногда калицевироз тоже может вызывать конъюнктивиты, в результате которых происходит избыточное слезоотделение. Но кроме всего прочего, кроме слезотечения, при этих болезнях еще будет сопутствующая патология, как конъюнктивит. Кстати, шотландские кошки, британские породы, у них очень часто бывает плохо сформированные слезные точки. То есть у них бывает атрезия слезных точек, когда в процессе просто формирования их еще в утробе у матери, у кошки, у них эти слезные точки просто не сформированы, потому что слезные точки, по сути дела, это как дренаж в раковине, и вода, она должна не только поступать, но и оттекать в систему слезоотведения. Если такой дырки нет, то раковина переполняется, и все это течет наружу. И мы видим слезные точки, слезные дорожки коричневого цвета. Кроме того, некоторые кошки, опять-таки вспоминайте британцев, шотландцев, у них довольно короткий нос, а в носу, как известно, проходит носослезный канал. И кроме того, приплюснутый нос, он делает дренаж этой слезы, то есть ее поступление в ротовую полость, замедленным, поскольку просто этот проток расположен параллельно поверхности Земли, и слеза не может нормальным образом стекать просто даже в ротовую полость для того, чтобы кошка ее проглотила, потому что слеза, она делает, так скажем, круг в организме, вырабатывается и потом проходит в систему слезоотведения и проглатывается, так сказать, в ротовую полость. Что касается собак, то опять-таки бывают различные породные предрасположенности. Например, собаки с плоской мордой, как кинесы, мопсы, у них очень часто не только приплюснут нос и за счет этого укорочен носослезный канал, а у них бывает заворот медиальный третий, то есть внутренний третий века. В результате волосы, которые есть на коже, они постоянно касаются роговицы, и таким образом происходит избыточная выработка слезы. Поэтому в некоторых случаях, если большого вреда для роговицы нет, для того, чтобы слезотечение несколько снизить, им назначают специальные гели, которые владельцы применяют на протяжении длительного времени. Они позволяют минимизировать контакты волос и роговицы, и слезотечение может несколько снижаться. Но важно исключить и патологии внутри глаза. Это воспаление радужной оболочки, цилиарного тела,
Это глаукома, это патологии роговиц, такие как эрозия, язва. Это могут быть аномально растущие ресницы внутри конъюнктивального мешка. Все это вызывает избыточное слезотечение, поэтому разобраться в причине очень важно, потому что слезотечение может быть сигналом какой-то серьезной патологии. У собак все-таки, когда есть слезотечение, мы чаще всего обращаем внимание на патологии роговицы. Потому что, когда есть патология роговицы какая-то, в частности, эрозия или язва, безусловно, организм пытается эту проблему решать и начинает глаз увлажнять при помощи слезы. Поэтому первое, что мы делаем, безусловно, мы осматриваем веки, а дальше мы обращаем внимание на роговицу, окрашиваем ее специальным флуоресцентным раствором. И при патологии выявляем очаги, где нарушена ее эпителизация или не нарушена. А дальше уже погружаемся при осмотре внутрь глаза и исключаем другие проблемы, в частности воспаление, меряем давление, для того, чтобы исключить просто глаукому. И вот так вот послойно мы, так сказать, разбираемся в причинах. Если вы заметили какие-то проблемы со зрением у вашего питомца, пожалуйста, приходите, вместе будем разбираться.